Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такого красивого амура. Вот так он смотрится со всех сторон. У этой игрушки начинаем вязать вот снизу туловище, вывязываем ножки, ручки, далее вяжем голову и сразу вывязываем вот такие волосики. Они не пришивные, это два последних ряда, вывязываем такие волосы. Отдельно вывязываем крылья и их пришиваем. Вот такой получается красивый маленький амур. По сантиметрам игрушка до 10 сантиметров. Такая небольшая и красивая. По подобной схеме мы с вами уже вязали вот таких малышей в конвертике. Эти видео мастер-классы есть уже у меня на канале. Я оставлю ссылки под видео. Если вам понравились такие игрушки, переходите и вяжите. И еще с вами вязали вот таких мышат. Микки и Мини Маусы. Еще вязали вот такую зайку и котика. Они все связаны по подобной схеме. Лисичка, енотик, вот такая белочка, единорожка и медвежонок и олененок. Все видео мастер-классы, повторюсь, есть уже на канале, и я оставлю ссылки под видео. Переходите и вяжите. А сегодня с вами свяжем вот такого красивого амура. Для игрушки я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать снизу, берем цвет одежды. Сделали кольцо амигуруми, в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд 12 столбиков. Третий ряд 4 столбика, 1, 2, 3, четвертый столбик не до конца, берем цвет тела и вывязываем ножку. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Третью воздушную петлю от крючка провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь соединительная петля в ту воздушную петлю, из которой вывязывали 3 столбика с накидом, и по цепочке 2 соединительные петли.
и 1 соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Здесь берем пряжу цвета одежды и переходим на нее. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 не до конца. Снова берем цвет тела, вывязываем вторую ножку, как первую. 5 воздушных петель. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Три соединительные петли по цепочке из воздушных петель и 1 соединительная в сам столбик, с которого вывязывали. Переходим на цвет одежды. Довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Четвертый ряд вяжем 12 столбиков. Четыре. Ножку опускаем. 5, 6, 7, 8. Ножку опускаем. 9, 10, 11 и 12 столбик не до конца. Переходим на цвет тела. Дополнительный цвет отрезаем. И теперь 5 и 6 ряды вяжем по 12 столбикам цвета тела. Вот 5 и 6 ряды по 12 столбиков цветом тела. Теперь 7 ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вывязываем ручку точно так же, как вязали ножку. 5 воздушных петель. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. По цепочке из воздушных петель 3 соединительные петли. И в сам столбик, из которого вывязывали. Теперь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вторая ручка. 5 воздушных петель. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И 3 соединительных столбика по воздушным петлям. И до конца ряда 4 столбика. Наполнили наполнителем 8 ряд. 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так повторяем 3 раза. В конце 8 ряда 9 столбиков. 9 ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. И в конце ряда получится 18 столбиков. 10 ряд.
5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 3 раза, в конце 10 ряда 21 столбик. И по 21 столбику связали 11 и 12 ряды. 13 ряд, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Так повторяем до конца ряда. Снова 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Второй раз 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Третий раз в конце 13 ряда 18 столбиков. 14 ряд вяжем 18 столбиков без изменения. Довязываем до конца ряда. Между 13 и 14 рядами вставила глазки. Они у меня на безопасном креплении 8-9 миллиметров. И теперь последний столбик в 14 ряду будем завершать цветом волос. Эту ниточку можно отрезать. Теперь вывязываем волосы. Для этого нам понадобится карандаш. Так удобнее будет делать одинаковой длины петельки. Набросили петельку на карандаш. Теперь в следующий столбик вставили крючок и захватываем рабочую нить. Вытянули ее и провязываем столбик без накида. Вот получается такая петелька. В этом ряду мы будем делать убавление. Один столбик, убавка, и так повторяем 6 раз. Мы провязали один столбик. Теперь сделали накид так на крючок. И здесь нам нужно сделать убавку. Так, чтобы вам показать. Вот, как обычно мы делаем убавление. Одна и вторая петелька. Здесь захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем столбик без накида. Следующий один столбик сделали накид на карандаш. Захватили рабочую нить и провязали столбик без накида. Следующая у нас убавка. Снова сделали накид на карандаш. Вот здесь я вам показываю, делаем убавление. За одну, за вторую петельку, захватываем рабочую нить. На камеру немного неудобно показывать. Так, и вот так провязали столбик без накида. И так довязываем до конца ряда, чередуем один столбик и убавка. И так получится 12 столбиков.
Наполнили наполнителем. Вот так выглядит, когда мы провязали 15 ряд. Теперь вяжем 16 ряд тоже такими петельками, и здесь нужно сделать 6 убавлений подряд. Так, набросили на карандаш и делаем убавление, как обычное убавление. Вот за передние петельки одного столбика и второго столбика завели крючок, подтянули ниточку, захватили ее и вот так протягиваем, провязываем столбик без накида. И вот так делаем 6 убавлений. Дозаполнили еще наполнителем. Вот так все выглядит. Теперь сверху нужно запрятать эту дырочку за передние стенки так, каждого столбика. Теперь ниточку вот так затянули, прокололи в середину и выводим где-то сбоку игрушки. И вот получаются такие симпатичные волосики. Сделаем утяжку. Внизу головы прокалываем нитку с иголкой. Выводим в уголочки глазика. Маленький хвостик оставили. Переходим на второй уголок этого же глаза. И выводим через один столбик от той нити, которую оставили. Также делаем со вторым глазом. Теперь делаем утяжку. Завязываем на один узелок и затягиваем ниточки. Переходим на второй глаз. Смотрим, чтобы утяжка была одинаковая. И делаем по второму узелку. И прячем эти ниточки вовнутрь изделия. И вот я вышила еще носик и вот такой ротик. Теперь свяжем ушки, вывяжем. Присоединили рабочую нить напротив глаз. Вторая, третья воздушная петля. И вот сверху присоединяем соединительной петлей. Отрезаем ниточку. Получается такое ушко. С другой стороны тоже вывязываем точно так же. Я взяла пряжу молочного цвета и набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, хвостик ввязываем, 4, 5 и 6. В последнюю воздушную петлю ввязываем соединительный столбик. 1 воздушная петля для подъема, разворачиваем вязание, второй ряд. В
первый столбик ввязываем соединительную петлю. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание. Третий ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и 1 соединительная петля. Воздушная петля для подъема, развернули вязание и вяжем 3 столбика. Это 4-й ряд. 1, 2, 3. Воздушная петля для подъема, развернули вязание, 2 столбика, 1, 2 и соединительная петля. Получается такое крылышко. И теперь еще соединительную петлю делаем сбоку. Одну, вторую. И оставляем ниточку для пришивания. Эту ниточку отрежем, и получается вот такое крылышко. Второе крылышко вяжем точно так же. Просто вот так будем разворачивать и пришивать. Я еще вышила вот такое сердечко. Это 2 стежка с одной стороны и 2 стежка с другой стороны. И вот получилось такое сердечко. Теперь возьмем крылья. Их можно так приколоть булавками. Вот так. И теперь будем их пришивать. Вот стежками за основную деталь. Теперь за крыло. Снова основная деталь. Теперь за столбики, там где крыло. Снова основная деталь. За крыло. И возвращаемся вот в верхнюю часть, чтобы крыло там не болталось. Так присоединяем. Делаем узелок и прячем эту ниточку. И пришиваем второе крыло. И вот так выглядит уже готовая игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.